выбросим, наверное. Помните, друзья, вот это дерево, которое было непонятно, что это за дерево. Вот оно не растет совсем. Вот такое оно какое-то у нас уже несколько лет. Мы решили посадить туда грушу. Может, посадим ее где-нибудь, Тамик? Пусть растет, тоже жалко его. Ну, куда ты его посадишь? Может, впереди где-нибудь. В углу. Жалко выбросить. Вот она вообще, видите, не растет. Ни корней, ничего нет. Вот. Ну что, туда его? Туда, там будет слишком близко, там, к другим деревьям. Ну, давай Вот подумаем. впереди. Впереди, может, где-то. Рядом с розой. Роза еще там растет. Вот где орех, может, туда. Орех высох у нас. Не, вот где роза. Вот здесь? Можно туда, да. Растет, растет. Растет она? Да, Да ну их, эти розы. опять. Да? Эти розы, Сюда толку можно. от них никакого. Ну, давай туда. Давай пока этот посадим. Ну, давай, да. Давай это пока. Здесь у меня роза. Вообще у меня розы, ну, вот не идут розы у меня, хоть ты тресни. Что не делай с ними. Ну и жалко дерево. Хотя непонятно, что это за дерево, но все равно. Ну да. Такая земля, видите, глина чистая. Что тут может расти, конечно. Посмотрите, сколько камней. Вот из этой маленькой ямочки, видите? Сейчас мы туда землю насыпем. И вот оно, моя груша. Мое дерево груша. Вот вчера мы купили вот такой сорт. Называется Уильямс. Вот. Ой, что-то поломалось, Тамик, наверное, вчера, да? Кусочек отломился. Мы ее еле-еле в машину поместили. Ну, ничего страшного. Оно цвело, по-моему, Тамик, это дерево, нет? Пару штук было там. И цветочки осыпались. Вон, смотри, это тоже начал цвести. Да ты что, слива? Видишь? О, точно, смотрите. И эта слива зацвела тоже. А, что, вам видно, не видно? Вот они. Слива это. Да, вот видите, цветочки. И вот тут вот еще цветочек. Не ожидала, что в этом году она зацветет. Отлично, значит, у меня 2-3 сливы. Дождик пошел. Ирга цветет. Господи, как же эта штука называется? Мне нужно прям большими буквами написать. Жимолость, господи, жимолость. Каждый раз забываю, как она называется. Тоже цветет. Вот еще ирга цветет. Так, и вот эта слива у меня цветет. Не знаю, видно вам или нет. Старое дерево сливы цветет. Пока будем. Так, вот это тоже слива выросла сама по себе. Это все вот из этого дерева. Вот этот сорт. Но он очень вкусный, сладкий. Вот это дерево, видите, выросло само по себе. Там, по-моему, еще где-то выросло. Ну, ладно. Киса, ты куда пошла? Куда? Пошла. Пошла, киска. Вот, отлично. И вот она, моя маленькая груша. Что-то вообще какая-то она. Эта груша тоже Тамик. Может, ее подкормить нужно. Это груша-конференция. Называется она. А? Да, надо подкормить ее. То прям совсем она дохленькая. Вот это дерево. Мы все-таки думаем, что это алыча. Мы его оставили. Ты посмотри на нее. Да. А вот это вот моя черноплодная рябина. Вот у нее тоже зародыши есть, цветочки. Видите? Она еще не цветет, но эту прям нужно будет накрывать, Тамик. А тоже не будем указывать на кто. Вот, а вот это дерево, не знаю, айва, нам кажется, но оно что-то прям дохленькое. Ну что, посадим, жалко выбрасывать его. А? Да нет, хватит, вот вокруг еще посыпешь и все. Да, вокруг. Надо мягкий. Я лаваш. Доломасу за ней.
Жах? А, ну, можно еще тогда. Пусть побольше. Пусть. А ты посмотри, из каких этих можно. Ну-ка, она. А, да, вот из этих 3 можно. Вот тут цветок и там цветок. Вот это и вот эту там петрушку тоже выдерни ее и все. Такие дела. Где дождик пошел. А? Так, тут у меня цветы. Тут тоже цветы. Нужно просто привести их в порядок. Но еще просто погоды нет. Во-первых, очень холодно. Холодно, прям холодно. Посмотрите, как у меня... Посмотрите, Ами, как лавровый лист хорошо пошел. Который мы хотели Марату отдать, и никак не это самое. Не отдадим. Не выкопаем. А вот это вот майоран. Вот это нужно все обрезать. Вон внизу, видите, как он ковриком пошел. А тимьян, посмотрите, какой дохленький. Нужно будет новый купить, посадить. Я его просто, наверное, не вовремя посадила, поэтому он такой. Это орегано. Сейдж это... Что сейдж? И вот там вот новый розмарин у меня растет. Вот просто нужно привести в порядок, повыдергивать вот эти вот сорнячки. Там петрушечка тоже вон проглядывает кое-где. Петрушки можно побольше туда насыпать. Пусть растет. Сирень у меня такой зеленый, стеблевой, да? Стебли сельдерея. Вот. Всем привет, дорогие друзья! Всем моим подписчикам большой-большой привет! И всем моим новым подписчикам добро пожаловать на канал! У нас 2-й или 3-й теплый день. И первое, что мы сделали, это, конечно, мы вышли на улицу. Хочу показать вам мой сад. Давно не выходила с вами в сад. Ну, во-первых, хочу сразу вам показать. Посмотрите вот на это. У нас чуть не случилось смертоубийство. Вот эти кусты, они разрослись вот примерно наполовину дороги. И догадайтесь, кто вот так их обчекрыжил. Посмотрите, у меня чуть не было инфаркта. Ну, надеюсь, что... Ой, Господи. Надеюсь, что они разрастутся. В общем, каждый раз смотрю, и сердце кровью обливается. Вышла посмотреть на наше ореховое дерево, которое, судя по всему, погибло окончательно. Как видите, уже 2-й год мы его не срубаем, потому что надеемся, что снизу пойдут ростки вот там, но ничего не видно. Кстати, земля очень-очень влажная. Прям вот я иду и, влажно. Вообще невозможно было выйти. Сирень скоро распустится. Мы ничего еще не убирали. Друзья, имейте в виду, что я сама знаю, что беспорядок, но мы еще ничего не трогали, потому что, как я уже сказала, было очень сыро и очень влажно. Единственное, что мы все-таки покосили траву. Кстати, у нас электричку слышно вам? У нас сломался этот газонокосилка, сломалась. Возили ее в ремонт. Ну, наконец-то починили. И новую заодно купили. Ну и починили старую. Ну, теперь ее нужно толкать. Она уже сама не ездит. Вот, цветы все отцвели у меня. И подснежники, и колокольчики. Ну вот давайте начну с этого угла. Вот эти кусты нужно будет, конечно, обрезать. До этого еще не дошли руки. Нарциссы, конечно, отцвели. И вот там вот у меня цветочек, такая лилия. Кстати, ее нужно пересадить. Я, честно сказать, точно не знала, какая она вырастает. Но вот это ей точно не место. Как видите, пионы растут. Нарциссы нужно вырезать, вырубать, выдергивать, потому что они полностью, вот видите, закрыли розу. Нарциссы здесь были посажены, друзья. Я их пыталась почистить. Они, конечно, разрастаются, но я их пыталась почистить. И, как видите, не очень успешно. Ну, ничего, их все меньше и меньше становится. Малину подстригли немножко. А то она прям вот сюда вот висела вся, все закрыто было. Не знаю, вам видно или нет. Сирень моя скоро распустится. Обожаю сирень. Сирень и пионы, мои любимые цветы. Вот эти 2 кустика. Опять, господи, когда же я запомню это название? Нет, сейчас вспомню. Сейчас вспомню. Это у меня... В общем, сейчас вспомню.
И мушмула, которая... Ой, вот уже у нее завязи. Скоро будут цветочки. Вот. Супер. Вот этот можжевельник тоже нужно, как видите, почистить. Он подмерз у нас именно в этом году, подмерз. Вот там, кстати, в углу у меня вистерия растет. Аж нужно ее поправить. Видите, она там закручивается. Нужно ее пустить по вот этим вот палочкам, чтобы она шла по этим, ну, как бы в одном направлении. Горшки на уборку, на выбрасывание. Вот это все нужно будет выдергивать. И здесь у меня мята, которую не буду на него указывать пальцем. Посадил вот здесь. И вот так она теперь разрастается. Ну, мяту мы любим, ничего страшного. Это все тоже нужно почистить. Здесь для новых подписчиков показываю. Здесь у меня лавровый лист уже вот такой вот вырос. Смотрите, какой огромный. Старые мои подписчики все это знают. Вот знаете, вот это вот камелия у меня в этом году вот просто вся была покрыта цветами. У меня такое впечатление, что она так же, как и еще одна у меня камелия, у меня две их было. Так же, как и та камелия, мне кажется, она просто вот отдаст весь свой цвет и погибнет. Вот та камелия у меня так и погибла. Она, знаете, она была полностью покрыта цветами, вот прям отцвела, причем в феврале. Самое интересное, в феврале. И прям сразу высохла. И ничего я сделать не могла. Я ее долго не выбрасывала, потом в итоге все-таки выбросила. Ну, я очень надеялась, что она еще как бы, ну, даст побеги. Вот здесь у меня виноград, который мы в прошлом году обрезали, обчекрыжили его. Вот. Ну, эти есть, листики есть. Вот это черешня. Не смотрите, что она в горшке. Это карликовая черешня. На ней два, если я не ошибаюсь, разных видов. Может быть, один, я уже не помню. А вот на сливе точно несколько разных видов сливы. Тоже она карликовая, тоже в горшке. Нужно ее на солнышко вынуть. Вот там, где цветы, это все я оставлю. А там, где нет цветочков, это все пойдет на выброс. Роза тоже дает уже листики. Вот здесь у меня ландыши посажены. Как видите, Тамик посадил несколько этих отростков винограда. И вот они, видите, вот дают листики. Значит, укоренились. По-моему, сколько тут? Из 5, по-моему. Не знаю, сколько. 3, наверное, укоренились. Здесь у меня тюльпаны и ландыши посажены. Вот, надеюсь, что вырастут. Столько искала ландыши, наконец-то нашла. Здесь у меня вьющийся цветочек. Господи, я все названия забыла, девчонки. Вообще нифига не помню. Ну, короче, вы поняли. Вот. Honeysuckle. На английском-то я помню. Вот это honeysuckle тоже нужно, видите, вот эти сухие листики обрезать, привести его в порядок. Honeysuckle. Ну, короче, вот. Там розочки мои. Вот здесь у меня еще один виноград. Тоже, видите, уже отросточки есть, листики. Нужно его немножечко... Ау! Ну, короче, его нужно немножко поправить, чтобы он туда внутрь хорошо рос. Вот. Это все почистили мы, выбросили землю, помыли. Кое-что еще нужно. Вот это вот аквилегия. Нужно будет просто пересадить ее в более такое хорошее место. Здесь аквилегия вперемешку с сорняками. Вот этот вот вьющийся айви. Как это называется? Вот такой цветок. Он у нас везде, от него просто невозможно избавиться. Вот, смотрите, где у меня, куда у меня это пошло. Ветки. Не поняла. Ой, в другую сторону пошли ветки, тоже надо все расправлять. Там у нас компост. Так, розочки. Одна роза у меня погибла. Это старая роза, которая она была в этом доме. Она так и была. Уже на ней бутончики. А вот эта маленькая погибла. Это мне подарили, она вот погибла. Вовсю яблони цветут. Как видите, разного цвета на ней цветочки. Видите, все разные цветочки. Вот.
Это разные сорта. Опять же, для тех, кто смотрит меня впервые, обратите внимание, вот это другой сорт яблок. Это яблоня сорта Брамли, или на английском она называется Cooking Apple. И на ней привиты еще 4 других сорта яблок, точнее. Вот они все разные, видите, в разное время цветут. Это просто декоративные цветы аквилегия. Тоже очень-очень люблю аквилегию, колокольчики. И посмотрите, как у меня цветет вишня. Просто обалденно. Я не знаю, будут ли... Это черешня, кстати, не вишня, а черешня. Вот будут ли ягоды, потому что, во-первых, они у нас не вызревают из-за того, что достаточно холодно и мало солнца. А во-вторых, птицы клюют их еще. Ну, вот это вот от соседей все, видите, идет. Конечно, никто не чешется все это срубать, соседи точно. Ну, тут тамик половину срезал, вот осталось вот эту вот часть почистить. Здесь у меня рододендроны вот-вот расцветут. И азалия тоже вот-вот расцветет. Это тоже honeysuckle. Цветок, забыла русское название. Представляете, не помню, как называется на русском языке. Этот я от мамы привезла когда-то, у мамы такой же. И вот там, вот посмотрите, вот там у меня растет черемша. Видите, потихонечку она разрастается. Вот здесь вот почему-то вот появилась. 2 розы, которые я все грозилась вырубить, потому что не успевают они у меня, вот понимаете, как не успевают листья появиться, как они уже сразу покрываются вот такими пятнами, потому что очень-очень у нас сыро. И вот посмотрите, да, откуда черемша у меня разрослась. Ничего себе. Это девичий виноград. Это тоже от соседей опять идут эти ветки. Видите, нужно все это срубать. Ангелочек мой лежит. Приветики. Он обычно лежит у меня вот здесь, здесь синие такие цветочки растут. Но это все нужно почистить, привести его в порядок. Анечка подарила мне розу, она пойдет вот туда наверх. Вот, она, по-моему, у меня в шиповник, смотрите, перерождается, видите? Это роза, ну ничего страшного, шиповник тоже хорошая вещь. Барвинок, вот это я запомнила. Барвинок, и здесь у меня очень много подснежников. Вот там первоцвет растет, подснежники, кусты цветут уже, кусты голубики, и вот там вот куст красной смородины, красной и черной смородины. Это все тут голубика, вот это декоративное дерево. Жалко его тоже срубить, оно очень красивое. Мия за мной ходит. Кися, привет, это я. Мое отражение, как вам так стать, чтобы... Вот она, моя киска. Вчера тут играла с мышкой. Черная смородина тоже цветет, завязывается все. Так, это все, конечно, еще, как видите, ничего не почищено. Еще, как я говорю, еще, как я уже сказала, еще ничего не трогали. Это инжир. У меня 3 дерева инжира. Ну, что-то они как-то у меня очень-очень-очень грустные. Вырождаются тюльпаны, девчата, смотрите. Здесь было очень много тюльпанов. Они как-то вырождаются. Видите, вот там цветут они, а вот здесь в этом году вообще не цвели. Тоже нужно будет почистить вот это все сорняки. И там у меня гладиолусы вылезают, видите? Вот между тюльпанами гладиолусы. Нужно будет в этом году подсаживать и гладиолусы, и тюльпаны. Что-то они очень-очень как-то плохо. И в прошлом году плохо цвели. Ну, лучше, конечно, в этом году вообще что-то. Тюльпаны уж очень слабенькие. Вот эти вот еще, видите, цветут. А с той стороны что-то вообще слабо. Эти вообще хорошие. Не помню, может, мы подсаживали сюда даже. Короче, не помню даже. Так, 2 теплицы будут на выброс. Их нужно менять. Они уже все порвались. Проэтываются. Ну, короче, порвались. Толку от них, что они теплицы. И посмотрите, что у меня с петрушкой делается. Ее просто нужно вырубать. Заново покрывать все это специальным покрытием от сорняков. Я хочу ее... Будет свободный день. Я ее просто всю повыдергаю и посушу. Замораживать уже не буду. У меня просто места уже в морозилке нет. Столько зелени замораживать. Вот, просто ее посушу. И сверху накроем прямо этими пластиковыми пакетами, чтобы она не разрасталась. Вот она вообще была посажена вот там.
Вот. И здесь вот такие вот, знаете, бетонные эти. Это бетонная грядка сделана. Ну, не бетонная, а это как они называются? Из камня такого. Вот. И вот эта петрушка, как видите, она вот так вот разрослась. Здесь у меня смородина черная. Как видите, вот, покрыта вся цветочками. Сзади малина. Малину почистил Тамик. Тоже, надеюсь, будут ягодки в этом году. И вот там вот она разрастается. Вот. Тут у меня 2 сливы выросло. Тоже их нужно вырубить, потому что они прям, вот видите, где растут. Вот это дерево старое, на нем есть сливы, но очень мало бывает. И в основном их тоже птицы клюют. Сейчас мы с вами зайдем в теплицу. На этом дереве было несколько цветочков. Это тоже у меня слива. Вот, надеюсь, что будут сливы. Их обычно осы едят. Вот здесь груша. И мы купили еще грушу. Я вам показывала, наверное, еще одну грушу. Грушевое дерево, чтобы их было 2. Потому что в этом году что-то оно у меня даже слабо цвело. В прошлом году оно цвело, или в позапрошлом году сильно цвело это дерево, но на нем не было ни одной груши, потому что, ну, нет второго дерева. Вот, купили в этом году. Посмотрите, как яблоня цветет. Шикарно, да? Вот, помните, в прошлом году я грозилась ее срубить, но что-то мне ее жалко стало. Ну, пусть будет, хоть для красоты. Вот, смотрите, как некрасиво беседка выглядит. Ну, ладно, уберем, будет все хорошо. Так, яблочки цветут, цветут. Вот это, мне кажется, алыча, девочки. Все-таки мы пришли к выводу, что вот это дерево алыча, мы его оставили. Посмотрим, что получится. Ну, вырубить всегда успеем, правда? Мое старое больное дерево, яблочко, тоже оно вот прям болеет, болеет, болеет. Но все равно на нем очень много будет цветов, и на нем всегда хороший урожай. Поэтому оставим, пока посмотрим. Вот она, моя груша. Вторую купили грушу, другой сорт. Это сорт Уильямс, а та груша у нас Conference. Забыла тоже название. И вот купили еще, вчера буквально посадили, еще одну яблоню купили. Она называется, тоже какой-то сорт, такой, какой у нас еще нету. Вот. А это тоже слива, которая выросла из косточки. Тамик ее выкопал из-под дерева. Вот из-под того старого. И в этом году она отцвела. Вот смотрите, здесь, видите? Вот есть цветочки. Ни одного облачка. Кстати, на березку обратили внимание, да? Береза здесь так и была, так и росла. Ну и вот середина, которую тоже нужно очистить. Вчера немножечко ее почистили. Вот эти 4 куста. 2 с той стороны и 1, 2, 3, 4 с этой стороны. Господи, ну быстренько скажите, как называется. Вот ты, склероз. Здесь у меня еще 2 дерева мушмулы. Кстати, когда-то вот эта ветка отломалась, видите? Мы ее просто прикрутили, и она заросла, смотрите. И вовсю дает цветочки. И цветочки, и листья. Представляете? Вот это дерево, которое мы думаем, что это все-таки айва. Мы ее вот оттуда выкопали. Жалко было выбросить. Тамик, видите, ее здесь прикопал. Хотя ей здесь вообще не место. Ну и подсадили самшиты. Это черноплодная рябина. На нее тоже есть цветочки, но пока она не цветет. Нужно что-то придумать. Вот это самое. Аквилегия тоже здесь у меня растет. Разрастается прям. Вот. Господи. Как называется? Так, вот это ирга. 2 кустика ирги. У меня я их побрызгала борной кислотой, раствором борной кислоты. Ну, знаете, думаю, может быть, ягоды будут. В прошлом году на ней было много ягод. Догадайтесь, кто их склевал. Да, они. Они. Мия. Я не могу сказать, что она бездельничала, но не уберегла, скажем так. Так, ну и покажу вам, давайте, теплицу. Это тоже все, видите, стоит здесь, чтобы убрать. Вчера у нас ночью был 1 градус. В теплице, конечно, намного теплее. Это я вчера ночью работала, позавчера высадила наконец-то свои помидорчики.
очень близко, знаю, девочки, очень близко, и все равно еще смотрите, сколько осталось. И огурцы тоже посадила, тоже знаю, что очень близко, но не знаю, куда их девать. Вот это, чего у нас тут за дерево, никто не знает. По-моему, это слива, если я не ошибаюсь. Так, сколько у меня в теплице? Перебольшой градусник, 24 градуса, представляете, в теплице, 24, да. Ну, как только солнышко выглянуло, все. Вот эта средняя грядка, тоже еще ничего не убирали, не трогали. Здесь, как видите, календула выросла, вырос тархун. Вот эта одна веточка выросла, лик вырос сам по себе. Укроп пересадили, ерунда, конечно, из него получается. Вот здесь вот тоже самосевом где-то как-то вырос кориандр. Вот тут вот тоже... А нет, это цветочки вот нужно пересадить. Мне тоже сами как-то выросли. Лимон и кумкват. Помните в прошлом году, как они себя хорошо вели? Не знаю, что с ними случилось. В общем, они решили сбросить все листья. И вот я их сюда принесла. Ну, как бы выбросить жалко, но я смотрю, вот тут что-то, какие-то росточки появляются. Лимон у меня и был такой вот кривой, вот так на нем веточка вот так одна была. Ну, не знаю, может быть, тоже что-то получится. А это мне Аня подарила киви в прошлом году. И думала, он высох у меня за зиму. Ну, смотрите, ожил и дал росточки. Вот на этой грядке решили оставить клубнику. Вот смотрите, как она разрастается. И вот тут вот тоже. Тут было вот так несколько кустиков, и она прям расползлась. Мы ее немножечко туда отодвинули. Ну, как бы у нас в этом году уже будет 2 внуков, поэтому, ну, если не Аланчик, который так балуется обычно с клубникой, не очень ее любит, то, может быть, наша Мусечка-Пусечка подрастет и будет есть клубничку. Ну, не в этом году, но в следующем ее нужно будет тоже либо... Может, варенье сварю, если будет, из чего. Посмотрим. Что-то я так уже разогналась, и варенье, и то, и все. Так, вот в этих горшках я посадила бегонии. Вот тут и вот там 2 синих. В синих горшочках тоже бегония. Там я купила 1 пакетик, в нем было 5 этих луковиц. Вот их рассадила, оставила пока в теплице, пусть они примутся. И тогда повешу их, уже на улицу вынесу. Ну, вот такие дела у нас, девчата. Очень близко, знаю, очень. Ну, что делать? Нету. Не каждый год так получается. Каждый год одно и то же. Вот. Огурчики у меня уже, видите, цветут. Я первые цветочки пообрывала. Мне как бы это казалось, что ну рано еще, посмотрите. Ну, вот посмотрите, ну как вот это можно оборвать? Посмотрите, уже огурчики на них. Их надо срочно подкармливать, поливать опять, подкармливать, чтобы они хорошо принялись. Так, вот это я не знаю, Тамик зачем сюда принес, но ладно. А, знаете, что это? Я вам сейчас скажу. Это слива, это чернослив. Вот что это. А, вот я сейчас смотрю. Вот это абрикос. Видите? Это сын посадил, кстати, мой. Вот это абрикос, а вот это был чернослив. И там я просто пересадил его в больший горшочек. Он тоже был вот так косточкой. Косточкой был посажен вот так вот в этом. Видите? Абрикос не пересадил. Он говорит, абрикос все равно не вырастет. Даже смысла нет с ним мудохаться. А чернослив, возможно, еще вырастет. Вот, все, я поняла, что он сделал. Он просто посадил его в побольше горшок, чтобы он принялся. Пересадим чуть позже. Ну вот и все, друзья. Вот так выглядит наш сад сегодня. Шикарная погода. Мы едем на шашлыки. Я еду на шашлыки. Тамик с работой и работает опять в ночь, поэтому он остается караулить дом. А я еду с девчонками на шашлыки. Смотрю так, ой, столько дел еще. Киска.